вот слипер-бас. Вот здесь есть двойные кровати и однойные, как у меня. Номер вроде как стоит 1500. Ну, весь перрон на самом деле забит людьми спящими. Мало кто видел, кстати, утренний Мумбай. Чай 5 рупий, кофе 10, молоко 20. Вот так. Вот так это выглядит. Привет. А я еду в слипербасе в Пуну. Ехать мне целую ночь. Сейчас я вам покажу, что там есть в этом слипербасе. Ну, обычный такой купейный. Такой вот вагончик. Здесь у меня моя сумка. Я поставил на зарядку свои гаджеты. И вот так вот мы открываем здесь. И вот такой вот слипербас. Вот здесь есть двойные кровати и однойные, как у меня. Ну, кстати, классная штука, мне нравится. Мы остановились на остановке. Здесь кафешка. Вот такая вот. Там все очень острое. Ну и, короче говоря, все блюда неизвестные, индийские. Можно fried rice with chicken взять, либо что-нибудь noodles chicken. Вот там туалет. Ну, самый обычный индийский туалет. И магазины. Магазины достаточно скромные. Вот мой автобус, на котором я еду. В этом магазине вода, печенюги, сигареты, чипсы. Тоже продуктовый магазин. Вон мороженое можно купить, шоколадки, конфеты, снеки, мармеладки, сладости, печенюги, соки. Здесь какая-то химия непонятная. И здесь вот они делают джусики. Сэндвичи делают вот здесь. И чаек. Чай, кофе. Вот, собственно, и все, что здесь есть. На улице прохладненько, но не холодно. Остановка примерно полчаса. Я ничего не ел, я вон купил водички просто и все. Сейчас похожу туда-сюда, посижу и обратно в каюту. Ну что, доброе утро, я уже в Пуне. Ой, вышел с автобуса, умылся водой, которую, ну, питьевой обычной. Вот. И сейчас иду в свой отель. Ну, я не знаю, говорил я вам или нет, но в Пуне я здесь на 4 дня. И у меня здесь, значит, перевалочный пункт между Непалом и Индией. Отсюда я поеду в Мумбай. Там я получаю паспорт. Ну, это я сейчас кратко о своих планах рассказываю. Я, значит, еду в Непал на визаран. Ну и, соответственно, в Мумбаи я получаю новый загранпаспорт. И потом, соответственно, поеду в Непал. А самой Пуне, почему я в Пуну приехал? Пуна находится рядом с Мумбаем, примерно 100 с чем-то километров. Вот. И в Пуну я приехал, потому что мне дали работу, поработать Дед Морозом на детском празднике. Праздник будет длиться 4 дня. Вот где-то по 1,5 часа в день мне будут выдавать одежду. Я буду раздавать конфеты, фотографироваться. Постараюсь заснять коротко. И все остальное время я свободен. Отель, еда включена. Соответственно, будем гулять по Пуне, если тут есть что посмотреть. И 1,5 часа, 2 часа в день, недалеко от отеля, у меня будет работа. Вот я иду по дороге, просто по шоссе.
Сейчас на данный момент я не вижу вообще между Пуной и какими-то другими городами больших различий. Самый обычный город, самый обычный стритфуд. Классно то, что у меня лицо опухшее. Ну понятно, что сейчас 6 утра с копейками, и я плохо спал. Но зато классно то, что меня автобус высадил недалеко от отеля. Пуна большой город, кстати. Мы долго по нему ехали. Мы только по Пуне точно полчаса ехали. Так вот, они меня остановили прям недалеко от отеля. 20 минут пешочком пройтись. Поэтому я не буду брать никакое такси. Просто спокойненько сейчас дойду. Ну чё, я заселился в номер. Номер вроде как стоит 1500. Ну, за меня заплатили за 4 дня. Просто я посмотрел цены. Честно говоря, слабенький, но кондиционер, вентилятор, все есть. Вроде чисто, более-менее. Ну, вот это вот зона отдыха, так сказать. Стол. Кстати, да, я уже получил свои вещи. Вот такую сумку с дедморозовскими вещами. Вот здесь вот их разложил. Там штаны, шляпа, кафтан, перчатки, борода. Борода вот с париком. Так, ну ладно. Что здесь? Кровать, шкаф. Это мой рюкзак. Типа мини-кухни. Ну, я не знаю, зачем она нужна. И вот такой вот душалет. В принципе, нормальный номер для того, чтобы здесь перекантоваться. Поэтому сегодня пойду на работу. И потом вам уже все расскажу. Ну что, вот и закончил я работать. Время быстро для вас пролетело. Получил я свои бабосики. 30-очку. Все хорошо, в принципе. Кормили, отель был. Сейчас вот ночью закончили. И я сейчас на такси, жду такси, приедет сейчас. Поеду на вокзал, а оттуда уже в Мумбай. Вот. Завтра у меня получение паспорта в посольстве. А что, собственно, про работу сказать? Вся работа состоит просто. Нужно просто выйти к детям. У меня там кресло было. И на это кресло я садился. И дети ко мне подходили, я по очереди фотографировался. Полчаса фотографируешься, потом 10-15 минут отдыхаешь, потом еще полчаса фотографируешься. Ну и все, собственно. Вот весь рабочий день. 2 подхода по полчаса. И так каждый день. А все с утра до вечера свободен. Вот, ночь в отеле. Ничего сложного, куча положительных эмоций. Вот, и вообще, мне такая работа понравилась. Ну и я им тоже понравился. Они сказали, что типа мы тебе еще позвоним. У нас будет много работы другой. Поэтому типа ты нам понравился. Ну супер, что. Я только рад. И таксишка такая недорогая, 200 рублей всего до вокзала. Ехать почти 40 минут. Вот. Поэтому я заказал Uber. И за 2 соточки еду сейчас на вокзал ночью. Прям цена порадовала. Вот. Что еще хотел сказать по работе? Работа на самом деле халявная. Работы не хочу. Но жалко, что Christmas Time он не вечный. И поэтому недолго нам здесь работать. Только вот декабрь и все. Но они сказали, что будет много другой работы. Может быть, они меня будут наряжать в какого-то другого персонажа. Вот, потому что им нужны белые люди. Поэтому все классно. Все на самом деле по плану. Я очень счастлив, что все хорошо. А я на вокзале в Пуне. Вот так вот он выглядит. Это я уже не на вокзале, а уже просто на станции. Ну вот тут прям так люди спят. Ждут своего поезда. Накрылись. Я на 3-й платформе. Сейчас попытаюсь сесть в поезд. Ну, здесь можно умыться, почистить зубы. Да, это даже питьевая вода, даже нифига себе. Ну, весь перрон на самом деле забит людьми спящими.
Вот. Сейчас мы дойдем до начала вагона. Там будет General, общий вагон, где билеты не нужны. Попробую бесплатно до Мумбаи доехать. Надеюсь, что получится сесть, потому что не хочу я в Пуне ночевать. Что-то цены такие дорогие на отели. А у нас сейчас час ночи. Я лучше сейчас сяду в поезд, в поезде посплю. И с утра уже буду в Мумбаи. Одновременно как бы и посплю, и это. Ну, надеюсь, что посплю. Посмотрим, как будет. Вот. Вот как выглядит General. А, это second class. Это второй класс. Можно, кстати, да. Во второй класс тоже можно зайти. На самом деле все вокзалы и все перроны в Индии похожи друг на друга. Что в Мумбаи, что в Дели, что в Гоа. Все то же самое. Как бы один раз достаточно покататься. И все. И уже ты знаешь, что, где, как, куда. Более-менее везде все подписано на английском. Так что особо сильных проблем нет. Ну все, я в Мумбаи. Сейчас у нас 6 утра. Поспал 4 часа в поезде. Просто зашел в первый попавшийся вагон. Какой-то с кондиционером, кстати, даже. Увидел пустую полку, лег. И все. Поставил себе будильник. Проснулся уже в Мумбаи. Сейчас сяду на электричку. Здесь в Мумбаи электрички. Типа легкое метро. И поеду уже в центр города. Может быть, сегодня даже схожу. За паспортом. Блин, холодно было в вагоне, конечно. В куртке спал. Пипец. Ничего не платил вообще. Никакого контроля, ничего. Просто зашел, лег. Проснулся, встал, ушел. Но у них нету ни проводников, ничего нет такого, как у нас. У них все это свободно к посещению во всех вагонах. Если место свободно, значит ложишься, спишь. Мало кто видел, кстати, утренний Мумбай. 6 утра. Я просто иду по дороге, как все. Тут какой-то... Я вот вышел из метро с легкого. Вот так вот это выглядит легкое метро. И иду на железнодорожный вокзал. Там есть камера хранения. Обязательно вороны должны каркать. Вот такой вот утренний Мумбай. Честно говоря, меня лично это каркающие вороны выбешивают. Вас как вообще каркающие вороны? По духам. Они же вообще не молчат. Очень общительные птицы. Постоянно каркают. Да. Короче, у меня план такой. Сегодня постараться попасть в посольство. А сейчас пойти позавтракать. Вот. Попасть в посольство и посидеть, поработать за ноутбуком. Дальше переночевать. И на следующий день должен ехать в Непал. Вот. Ух ты, ё-моё. Какие тут дворцы. Вот это да. Балкончики, конечно. Закругленные, красивые. Ну да. Тут что-то вон они. Эспаланада хаус.
Короче, какой-то крутой домик. Такие там двери. Все там чинно, благородно. Ну, короче, какой-то отель. Либо, может быть, жилой какой-то домик. Да. Вот она, главная площадь. Привокзальная. Вот это вокзал. И это тоже какое-то, короче, большое административное здание. Я еду в электробусе, и вот тут у них такие веревочки висят, болтаются. И несмотря на то, что это электробус, у них тут, если за эту веревочку подергать, то вот там висит колокольчик, он звенит. И это значит, что нужно остановиться. То есть запрос остановки через колокольчик с веревочкой. Ну что, получил я новый загранпаспорт, вот 10-летний, в посольстве в Мумбаи. Сейчас покажу вам это посольство, как оно выглядит. И вот здесь вход в посольство. Вот сюда вот подходите, записываетесь для начала онлайн. И все, приходите, платите госпошлину, сколько там, 6 тысяч рублей. И через 3,5 месяца получаете паспорт. Все работает, все онлайн, типа как госуслуги, короче. Чему я очень рад. Ну все, у меня сегодня поезд в Горахпур, это граница с Непалом. Я купил билет в обычном плацкарте, так что в путь. Прикольно, у них тут автобусы ходят. По расписанию Google Maps открываешь, он показывает, где остановка ближайшая, как добраться. Ну, прокладывает полный маршрут. Вот я сейчас еду из посольства на автобусе. Здесь контролер есть. Средняя цена где-то 6-10 рупий. С кондиционером, нормальный такой электробус. На улице жара. В принципе, комфортно, трафик небольшой, едем по чуть-чуть. Вот такой вокзал, с которого отправляется мой поезд. В Мумбаи несколько вокзалов. Вот этот вокзал называется Бандра. Тут контрольно-пропускной пункт. Зал ожидания. Табло и магазинчики. Вон там столовая, какой-то ресторан. Пойду сейчас поужинаю, посмотрю цены какие там. Чай 5 рупий, кофе 10, молоко 20, идли, вада. Но это их еда по 35 рупий. Парата чапати. Так, ну что он? Баджи по 50 рупий. Самоса 20. Самоса это пирожок. Ну вот, допустим, нон-ведж тали. Нон-ведж тали 100 рупий. Чикен карри. Ну, тали это с курицей и рис. Чикен бирьяни 100 рупий. Это плов, только очень острый. Бред баттер омлет. Это масло с омлетом, с хлебом. Ну, вот так это выглядит. Вот он, бирьяни. Рис. А это все то же самое на индийском. Я иду вот по перрону к своему вагону. Мой вагон с кондиционером.
плацкартный Б1. Поезд отправляется через 5 минут. Так, это у нас Б2 был. Вот он, по-моему, да, Б1. Вот такой вход. ВАР. Опа. Так. Ага. Так. Какие-то камеры хранения или что-то. Это вот так. Вот так выглядит здесь сам вагон. По 3 полки. Справа 2 полки. А слева вот 3-я. Вот это 2-я, на которой я сплю. И 1-я. Вот эта 2-я вот так поднимается. Получается 3 полки. Вот я уже застелил свою полку. Здесь выдают такой теплый одеяло теплое, подушечка такая небольшая, вроде чистая. Western Railway. И вот такую упаковку белья. Посмотрим, что там внутри. А внутри у нас простынь. Еще одна простынь. И полотенце. Нормально. Ну все, ложимся спать. И завтра целый день еду. Сегодня ночью спим, завтра целый день еду. И следующим ранним утром приезжаю на границу с Непалом. Сейчас я покажу вам ресторан, а потом накладывает мне. Вот так выглядит. Вот они мне положили картошки и еще что-то. Это вот сейчас я little. А? Стандартный вагон плацкартный. Как, блядь, пройти только вот так это все выглядит. По 3 полки. Мужичок часиками торгует. Вначале он был чистый. Причем от людей зависит. Это еще чистый вагон. Я приехал в Берахпур. Настроение приподнятое, лицо опухшее, потому что я только проснулся 2 минуты назад. Даже зубы не чистил. Поэтому сейчас выйду с перрона и пойду на вокзал, почищу там зубы, приведу себя в порядок. Вот. Может быть, попью кофе и пойду уже искать автобус. Вроде как автобус где-то здесь недалеко должен быть, который меня повезет прямо на границу. Еще у меня горло болит, потому что кондиционеры мощные. В следующий раз я не буду брать с кондеем билет. Нахрен он мне нужен. Немножко Горахпура вам в личку. Вот вокзал, выход с вокзала. И вот здесь уже сразу начинается город. Торговля. Лепешки вот пекут ребята. На 1000-летнем масле. Вот еще лепешки. Рыба. В 1000-летнем масле. Какие-то вот еще галушки, сладости. И так целая улица. Вот здесь яишенку делают они, походу, с помидорами. Лепешки. И все повторяется.
Но я пойду на ту сторону. На той стороне вроде какие-то, похоже, кафешки есть. Ну чё, прикольно, да? Самая настоящая Индия. Я сам тут первый раз, честно говоря. Планы мои не поменялись. Сейчас сяду где-нибудь. Короче, я на вокзале не нашел, где руки помыть в туалете. И кафейки нормально не нашел. Поэтому будем искать здесь. Сейчас на той стороне все сделаю. Что-то прошелся по этим злачным. Вообще ничего более-менее нормального не нашел. Хер поймешь, короче. Опасная еда. Не буду я здесь даже рисковать. Ну вот так это выглядит. Это на другой стороне. Такие бетонные плиты здесь под низом. И вдоль них идут магазинов куча. Все очень везде грязное. И как бы это... Вот уголь для чего-то здесь они выложили. Видимо, будут печку топить вечером. Чай весь с сахаром. Без сахара нету чая. Ну, короче говоря, вот в такой вот посудине чай они варят. Короче, я сел в такси уже. Они мне сказали, за 300 рупий довезут до Санаули. Я даже не завтракал, ничего вообще, даже воды не попил. Ну, за 300 рупий, что, нормально, на таксоне. Вот, мы тут вот втроем сзади сидим. И сразу везут нас. Автобус примерно 200 рупий стоит, поэтому нормально. На таксоне более комфортно. Не надо ждать, не надо искать, где он. Сначала хотели меня посадить на переднее сиденье вдвоем. Ну, в другой машине. Я отказался, говорю, не, я вдвоем на переднем сиденье не поеду. Вот, дальше иду, короче, они говорят, давай на заднее сиденье, говорит, садись за 3 сотки. Ну, давай. Вот так вот я и сел. Так что скоро буду в Санаули. И вот ищу Immigration Office, чтобы мне туда поставили печать о выезде из Индии. И потом уже зайду в Непал, заполню там визу. Ну, все покажу. Сейчас я ищу, где эта иммиграшка. Сказали, что она где-то на отшибе. Но где именно? Я пришел в иммиграционный офис. Тут у них такая кафешка прикольная, смотрите. И там туалет такой прикольный. Можно, короче, посидеть, кофе попить. Чем я сейчас и займусь. У меня будет завтрак. А вот он сам, иммиграционный офис. И у меня тут очередь. Вот здесь монахи стоят. И я уже после монахов пойду. Не знаю как. Ну, очередь обычная. Вот. Здесь нельзя снимать, написано. Вот, это куда-то они собрались. В Непал, походу, собрались они. А, это зал ожидания такой. Ну да, приятненькая кафешка. Сейчас посмотрим цены. У меня все равно там очередь. Так что пусть они пройдут спокойно. Целый автобус их привезли. Так. Капучино 250. Нормальные такие ценники. Латте 220. Угу. Все, я понял. Короче, здесь европейские цены. Вот. Но зато прикольный туалет, можно тут это помыться, умыться. А я вот еду на рикше, на велосипедной. Он меня везет на эту, на границу с Непалом. Вот так. Вот так это выглядит. Такая вот кабиночка. 50 рупий стоит.
Я просто ему денег дам, да и все. Я мог бы и пешком дойти. Но интересно, просто ни разу не катался на такой. Ну и плюс к тому чувачок чуть-чуть копеечку получит. Какие-то магазины. Такая стандартная Индия. Она вся такая. Люди ходят по дорогам, пешеходных зон нету. Все пибикают постоянно, пыльно, шумно. Большой трафик, много людей. Вот так везде. Куча всяких товаров. Ну чё, вот я и подошел к Непалу. Так что увидимся в следующем выпуске.